5 лет. Ни присяги, ни ордера. Просто исчез. Превратился в силу наблюдения, скажем так. Величайший сыщик Лондона, по мнению всех изданий. Камеры, ток-шоу, конспирологи. А потом тишина. Стоит сделать шаг в сторону, и ты не гений, а головная боль. Стоит уйти, и ты уже не человек, а чья-то догадка на Reddit. Никто не узнает Шерлока на улицах. Даже немного обидно. Вроде бы слава должна что-то весить, но по сути она просто шорох в эфире. Случайная вспышка. Быстро приобретенная известность также быстро исчезает. Помню, сказал это Уиллу и даже не подозревал, что говорю это самому себе. На будущее. Расскажи, тяжело ли было раскрыть данное У преступление? я профессионал, и мы с легкостью раскрыли это дело. Он пытался доказать, что может быть лучше меня. Или хотя бы не хуже. Я все понял, как партию в шахматах, по шагам. И сдал его. Вы не жалеете? Нет, это был единственный логичный ход. И все еще правильный. Но, знаете, быть правым не всегда то же самое, что быть целым. В жизни много таких «но». Одно из них я. А офицер Пуласки? Джонатан, какого черта? Ты не успокоился еще? Пуласки просто делал свою работу. А я теперь просто наблюдаю. За городом, за витринами, за чужими отражениями. Иногда даже за своими. Привычка не отключается. Мир как будто забыл, что я существую. И знаете, впервые это даже удобно. Никто ничего не ждет, не дергает за рукав. Можно просто быть хотя бы немного. Кто вы сейчас, Шерлок? Герой, детектив, персона. Однако в рамках моего подсознания. Человек, которого больше не вспоминают, и который почему-то до сих пор помнит все. Черт побери, где же оно? Элементарно. Наконец-то работа сама меня нашла. Дело пустяковое, но клянусь, мрачный Лондон наводит на мысли куда более мрачнее убийства. Эй, Кучерявый, ты что тут делаешь? Свали от трупа. Прекрасный анализ личности. Но я думал, вы копнете поглубже. К вашему сведению, я Джонатан Смит. Кто? Прошу вас, не говорите вслух, понижайте IQ все улицы. Я лучший сыщик Лондона. Я спас столько сук, что вы со времен революции не видели. Я знаю такие вещи об этом городе, что вам и не снились. Джонатан Смит. Что это там? Дешевый трюк, офицер. Вы меня недооцениваете. Вы правы. Мог бы это предвидеть. Арс, будь другом, загляни в Скотланд-Ярд. Тут один под веществами. Завис между потолком и прозрением. Мы не психиатрия. Что-то вы не особо боитесь, Шерлок. Вы не особо пугаете. Я Джонатан Смит. 5 лет. Лондон будто выдохнул с облегчением. Город перестроился, лица сменились. Даже преступность стала какой-то ленивой. Меня забыли. Вернее, разучились выговаривать мое имя без гримаса неловкости. Поклонники? О да, когда-то они были моими тенями, восторженными, назойливыми и, что важнее всего, информативными. Теперь они следят за модой, а не за мыслями.
комментирует фото, а не улицы. Мир стал не глупее, просто отвлеченнее. И в этой расфокусировке я исчезаю идеально. Почти как и задумывал. Джонатан Смит, полдесятилетия назад вы раскрыли шокирующее дело об убийстве Оливера Уайта. В то время ваше имя слышал каждый. Я стал сумасшедшим. Ты всегда таким был. Прекрасно. Еще за наркоманом не принимали. 5 лет. 5 лет. Почему же вы тогда снова в Лондоне, мистер Холмс? Я вернулся не ради дела и не ради славы. За годы вдали мой разум начал ржаветь. За городом загадки решаются быстрее, чем заваривается чай. Я скучал по Лондону, мисс Грейс, по хаосу, по сумасшедшим женщинам на моей кухне, по бестолковым представителям порядка. Но, знаете, как будто бы мне не хватает одной детали. Город стал другим. Скука здесь гуще, чем в изгнании. Оказалось, скучать по Лондону и жить в нем совсем не одно и то же. Питьевая вода на чили. Сделай глоток и будь начал. Полон сил. Да-да, все дело. Салям алейкум, это я, Эскендер Османов. Дорогие мои, что же может быть лучше домашнего персика? Конечно же, мой новый телефон. Какой же он красивый, прям как аптечка на мишане. Блестит и радует глаз. С ним каждый момент как спелый плод, сладкий и запоминающий. Я не скучал по Лондону. Ни по папарацци, ни по журналистам, ни по дачному идиоту с теорией заговора. Но после стольких лет, проведенных на восточном побережье за городом, Бейкер-стрит 210-Б встретила меня хуже, чем я сам. Морально на дне. А все-таки я Джонатан Смит. Затмение мне не колесом. Такие, как я, долго не лежат в тени, даже если пытаются. Что? Мать твою, Шерлок, 5 лет! Я Джон. Давайте без отрицательных. Неудобно говорить, но я даже и забыл про тебя. Твоя ссора с напарником, раскрытие убийства Оливера подняли много шума. Я пытался тебя найти, но... Были кое-какие трудности с адаптацией в новую реальность. И да, офицер, в тот роковой день я наврал вам, что это моя последняя просьба. Столько лет прошло, а ты все еще помнишь? Смотрю, вам выдали нормальный кабинет вместо того уголка в подвале. Ну так, конечно. В деле с Уайтом мое имя тоже промелькнуло как-никак. Теперь я шеф департамента. Это похвально. Хорошо, что я помогаю людям даже без моего ведома. Как у вас дела с Скотланд-Ярдом? После твоего легендарного раскрытия ничего интересного. Убийство, ограбление, по классике. И правда, скукотища. Вот, только недавно новенький сержант нашел труп. Да-да. Труп с телефоном. Были найдены какие-то улики? Эти конфетки не для посетителей. Да,
еще одного кайфушника задержали. Это не важно. Что там с трупом? Шеф Пуласки, к вам человек, пострадавший. Пусть заходит. Шеф, я убил человека. Не переживайте, для начала представьтесь. Я Джек Пол. Я шел по Постойте. улице. Как меня зовут? Я вас не знаю. Продолжайте. Я шел по стрит, мне позвонили, из трубки шли какие-то странные звуки. Так что хотел спросить, дальше. А у вас, конечно, никто не торопит, но давайте как-нибудь быстрее. Я просто очнулся на той же самой улице, там же следом мудаку есть крови, мать вашу. Немного концентрации никогда не помешает, офицер Темпени. Мистер Пол, сколько сейчас время? Позже часы на руках. Лучше отойти. Так, уходите. Мне нужно отправляться сейчас по герозу. Что? Спасибо, мистер. Вам, ладно. Но вы меня не дослушали. Поймите, время – это субстанция, запас которой ограничен. Так что не отбирайте мои субстанции. Ты чего наделал? Он же убийца. Да какой из него убийца тут, Парень 19, может 20 лет. Футболка затертая, подтягивает плечи, работает в офисе. Униформа отдел Марк Пола, Гарвард-стрит. Ходит в одном и том же, не по моде, а по расписанию. Обычный офисный планктон. Ни злобного умысла, ни цели. На туфлях свежая земля. Мокрая. Значит, не с улицы, а с корта. Бадминтон. 5 минут от его квартиры в районе контра. Он только что вернулся с матча. Квартиру ты как? Этот человек не способен на убийство, разве что по глупости. Кровь на руке размазана, не брызгай, шрам театральный прием. Он сам себе придумал боль. Он сам делал себе до паники. Он жертва, его обманули, причем грамотно. Пожалуйста, помолчите. Я и так молчу. Вы думаете, сбивали? Что-то произошло на Вуд-стрит. Потеря сознания не случайность. Все эпизоды объединяют одно. Что? До завтра, Пуласки. Мистер Джон, я вам выжгу сердце. По проверенным данным, у меня его нет. Хорошие нужны подробности. Здравствуйте, это агентство «Щит». Потеряла свою позицию в Британии, мигрировала в Турцию. Огурец от Копатыча. За качество. Ассаламу алейкум, братья! Добрый вечер, с вами телеканал НТ. Расскажите... Ну чё? Еге. За шаги. Съемки фильмов так и не состоялись. Кинокомпания с 8-летним стажем «Надежда Продакшн» после выхода из британского рынка мигрировала в турецкую провинцию Сакария, где начала возвращать свои былые обороты. А теперь к экстренной новости. Лондон трепещет в ужасе. Расследование продолжается, но без результатов. 7 августа в районе Скотланд-Ярда было обнаружено очередное тело. Рядом с ним был задержан неизвестный, явно пытавшийся вмешаться в работу следствия. Предварительно мужчина был доставлен в поликлинику по подозрению в употреблении наркотических веществ. По словам сержанта, проводившего задержание, мужчина неоднократно выкрикивал, цитирую, «Я Джейсон Свифт». Конец цитаты. Камеры фиксировали его неподалеку от таких. Следствие рассматривает версию, что это может быть частью череды нераскрытых преступлений, получивших в прессе название «Игры матча». Я Джонатан Смит. Так тяжело вспомнить мое имя? Нет, Джон, одиночество, все, что у тебя есть, оно тебя защищает. Нет, мне нужен напарник.
Зачем я вам? На что должен меня учить? Черт! Задать ночного таксиста суперэсика. Для вас музыкальный подарок от Эскена Османова. Я на месте, ого. Скоро приступлю к работе. Дорогие друзья, я от всей души вас поздравляю с сезоном крымских сладких персиков. Vatanımız Kırım'da ayda hoppa maşallah min yırlayın sen oyna tek bir şey var dünyada vatanımız Kırım'da ayda hoppa maşallah min yırlayın sen oyna tek bir şey var dünyada vatanımız Kırım'da. Уильям Эванс, скажите, могу ли вновь довериться вам? Или ночь принесет мне сюрприз в виде ножа между лопаток? Впрочем, даже если так, это хотя бы избавит меня от необходимости беседовать с самим собой. Хотя, признаться, я бы не заметил существенной разницы. Больше никакого такси! Персики, Балар, персики! Подходим, покупаем! Лондон, без сомнений. Но тогда что делать здесь южанин? Не Персики, турист, Балар, одежда не так. персики берите! Значит, кто-то привез или приехал сам. Но зачем? Ой, извините, я... Вот и ты. Все бежишь? Только теперь от чего? Доктор Грейс. Или вы Шарлотт Сезар? Забавно, Джонатан. Представившись именем Холмса, 5 лет вы говорили мне правду. Просто не ту, что я спрашивала. Не могу представить, кто нашептал мое настоящее имя, но правда — это как яд. Работает только в нужной дозе. Особенно, если вы сами не хотите ее слушать. Все еще думаете, что проделано Уильямом было ошибкой? Он убил, хладнокровно, чтобы попасть в заголовки. Он продал идею ради шоу. Меня за эго, себя за пост в Твиттере. А теперь у вас встреча с ним, не так ли? Иногда доктор Грейс. Разум подсказывает бежать. А сердце — заказать кофе и посидеть рядом. Странная биохимия. Думаю об этом. Не уверен, зачем. Вы не уверены. Можете ли снова ему доверять? Я не уверен, что умею. Возможно, в тот момент я сделал единственное, что посчитал нужным. Если я не попробую, то... Нет, это не что-то, чего я боюсь, конечно. Просто неэффективно. Тогда не ищите справедливости, ищите правду. А когда увидите его, не ждите извинений, не требуйте объяснений. Если вы увидите в его глазах сожаление, возможно, он изменился. Но если увидите вину, с которой он научился жить, не обманывайтесь. Это не раскаяние, это привычка. А вы всегда были такой пугающей правой? Или это просто побочный эффект образования? Только с теми, кто делает вид, что все держит под контролем. Спасибо. Иногда нужен кто-то, кто помнит, кем ты был, чтобы понять, кем стал. Или, по крайней мере, пытаешься изобразить на сегодня. Удачи, Джон. Если ты решишь снова дать ему второй шанс, убедись, что у тебя есть план, что делать, если он его снова не оправдает.
самоуверенный идиот. Если ты бежал от совести, сержант Франческо, то опоздал лет на 10. Сэр, там был парень, порезал себе вены. Я успел остановить кровотечение. Да. Очнется, заговорит. Очевидно. Люди с разрезанными венами редко склонны к молчанию. Что при нем? Нож, пара ключей, чек с миграса и телефон. Телефон? Ну, конечно. Интересно, что за модель. Не совсем хочется говорить, но Джонатан еще на что-то способен. Шеф, а этот ваш шейщик, он ненормальный, да? Нет, он просто хам. Ну, спутать несложно. Меня чуть не убили. Спасибо, шеф. Превосходно, сержант. Правда? Да. Превосходное изображение идиота. Джон! Мне нужен Уильям Эванс. Что? Мне нужно увидеть доктора Эванса. Вы секретарь или кто вообще? Исправительная колония Лондона Бельмарш. Добрый вечер, можете представиться? Не стоит притворяться, барышня. Могу поспорить, вы узнали меня по голосу. Джонатан Смит. Мистер Джонатан, к сожалению, подобная встреча невозможна. Все заключенные находятся под строгой охраной. Чтобы не было конфузии, навещение граждан запрещено. Так, женщина, Уильям Эванс, моя подопытная пешка. И увидимся в отделе. Поосторожней ты, Пенни. Этого не может быть. Мориарти. То, что я там увидел, ужас. Это было впервые за мою 6-летнюю карьеру. Тело было настолько изуродовано, я даже не могу представить, как он просто встал и напал на сержанта. Это был буквально фарш, и лезвием было вырезано Мориарти. В этом весь ваш кайф, Тенпани. Рисковать на работе, чтобы умом блеснуть. Зачем мне это? Вы идиот. Прям как я на глупый. В общем, ничего особенного там не было. Главное, что между поджелудочной железой и селезенкой был спрятан клочок бумаги. Ну же, Джон, маленький мальчик с большим мозгом, разве ты не соскучился по этим играм? Подсказка ближе, чем ты думаешь, в твоей голове, где и живут все чудовища. Взгляни в тень своего прошлого, если осмелишься. Фантастика. Заткнулись все, ни звука, ни единого шороха. Я думаю, парень, смотри в сторону. Что? Мое лицо отвлекает? Заткнись и не двигайся. Знаешь, Пуласки, когда Бах был при смерти, он услышал, как его сын играет одно из его произведений. Мальчик остановился, не доиграв до конца. Умирающий встал с кровати и закончил произведение. Не смог примириться с незавершенностью композиции. Фантастика. Вы в курсе, что произносите это вслух? Все, молкаю. Да нет, что вы, я не против. Да что ты, черт побери, такой несешь? Очевидное, как водится, ускользнуло от глаза профессионала. В другой жизни вы были бы отличным преступником. Да, а вы, сэр, отличным сотрудником полиции.
На завтра мне нужен Уильям Эванс. Офицер Темпа, не организуйте это. Я шеф. Молчание. Молчание. Дети, дети. Нет, нет, нет. Дача на берегу моря. Нет, все не то. Наш старый дом. Мне нужен Уильям Эванс. Правительная колония Лондона Бельмарш. Трогайте навещение граждан запрещено. Так, женщина, увидимся в отделе. Молчание, дети, интуиция. Это обработка информации настолько быстрая, что разум ее не воспринимает. Поспешные выводы опасны. А вы какого черта здесь? Я тоже рад тебя видеть, Джонатан. Уильям, это вы? Не признал. Вас чем-то вообще кормили? Если так шутка издевательственно, то это... Нет, нет, это комплимент. Выглядите неплохо. Могу отметить, тюрьма явно пошла вам на пользу. Щеки почти человеческие. А ты, я смотрю, все такой же. Внешний вид профессор, а повадки 9-летний мальчик. 5 лет. Мог бы хотя бы открытку прислать. Спасибо, что сдал меня полиции. С любовью, Уильям. Ну а ты мог хотя бы не делать из этого оперу. Ты всегда был гением, Джон. Жаль, что я все время играл в тени. Второго скрипача. Без скрипки. Ты предал меня. Убил человека. И все ради чего? Немного времени вне моего эго. Ну и ради сна. 5 лет без твоей скрипки в 3 утра. Это просто курорт. Правда, с решетками. Я бы снова сдал тебя. Только в этот раз с кофе и печеньем. Ради комфорта. А я поставил тебя на обложку. Заголовок уже был. Холмс, гений, подонок. Ты звезда дела, Джон. Я с кофе и пулей в плече. Просто иногда нужно выбраться и исчезнуть в тени. Ты мог бы попросить фонарик? И ты бы, конечно, дал. Нет, но мог бы и оценить инициативу. Тебе предлагали в обмен на свободу шпионить за мной? Джон, боже мой, какого черта? Предлагали. Да? Ты взял деньги? Нет. Могли бы прокутить. Думайте в другой раз. Джон, за все твое молчание я хотел лишь одного. Чтобы ты остался жив. Как видите, нужно быть осторожным в своих желаниях. Да, но теперь я почти не удивлен. Почему ты не посещал меня 5 лет? Я был в другом месте. Незанимательная история. Соскучились по работе с детективом? Ты имел в виду по работе с сумасшедшим нарциссом? Я высокоактивный социопат с острым аналитическим складом ума, способным разложить человеческое поведение на мысли. Вы учите термины. Джонатан, ты ни на каплю не реинкарнировался. Ты чуть ли не выдавил из своего рта извинения минуту назад. Не порти впечатление. Сегодня ты выйдешь на свободу. Ожидаемо. Прости, но такого счастья мне точно не нужно. Я адаптировался к местной жизни. Я стал ближе к нечто великому. Не обманывайте себя, Уильям. Не нужно ломаться, как Мэг на вашем первом свидании. Разве вам не нравилось просыпаться пораньше 3 ночи? от выстрелов в моей комнате и рассматривать трупы? Вы должны быть мне благодарны за такие развлечения. Так, хорошо. Что ты от меня хочешь? Вернуть напарника себе в дом и раскрыть дело, из-за которого уверен чертям весь Лондон. Что-то серьезное? Настолько серьезно, что лучше держаться от него подальше. Да ты запугиваешь. Нет, пытаюсь втянуть. Так, хорошо. Один вопрос. Что у тебя на голове? Ты 5 лет не стригся? Красота. Проклятие мира, доктор Уильям. Она слепит.
Вот я и не прячусь. Так, а как мне... Не отставайте, доктор Эванс. Вас ждет великое дело. Ты когда-нибудь сбегал из тюрьмы в тапочках? Что? Отвечай «да». Это добавит очарование отчету. А куда мне бежать? Поспите на улице, ничего страшного. Ты издеваешься? Не мой стиль. Ты думал, я тебя простил? Всемогущий Джон. Теперь и ты никому не нужен. Прекрасно. Идеальное время, чтобы построить театральное представление и испугать меня. Что дальше? Барабанная дробь? Аплодисменты? Быть незаметным на виду. В этом и заключается искусство камуфляжа, доктор Уильям. Ой. Это человеческий глаз? Оставьте это назад. Он был в микроволновке. Ну и что это? Это эксперимент. Берите это от моего лица, мистер Эванс. Оно не у вашего лица, оно у меня в руке. Берите то, что у вас в руке, от моего лица. Ладно. Я и так привык, есть иду холодный. Смотрю, вас наконец-то приучили к сигарете. Как ты узнал об этом? Как всегда, улика была у вас под носом, Билл. Вы видите, но не замечаете. И о чем ты? А пепельница? Ну раз уж мы снова убедились в ваших магических способностях, пойду я спать. Аппетит пропал. Вам что-то говорит название Кроу? Мать твою. Ты почему в моем халате? Не уходите с темы, доктор. Это компания какая-то, сеть, ерунда. А лучше скажи мне, что ты сделал с моей комнатой? Пока вас не было, я адаптировал ее под лабораторию. Функционально, просторно и, наконец, там хороший свет. Там кокаин на письменном столе. Реконструкционная модель не принимается внутрь, только любуется или понюхивается ради науки. Слушай, подружки у тебя нет? Подружки не моя сфера. Простите, доктор Уильям. Понятно. А дружок есть? Ну, это же теперь нормально, все прогрессивно. Сам знаю. Так есть? Нет.
В данный момент я чрезвычайно занят. Мне нужно выпить чаю. Алло, Джонатан, я тебя убью. Я вас умоляю, Том Пенни. Убить меня это уже лет как 5 не актуально. Сейчас в тренде не понимать меня и снова звонить. Да черт подери, как ты украл Уильяма? Он не моя невеста, чтобы его красть. Хотя, надо признать, он упрям как супруга. До вечера, мистер Пуласки. Там голова. Мне просто еще чаю, спасибо. Ты не слышал? В холодильнике голова. Ну а куда еще? Я же не мог положить ее в микроволновку. Там заняты глазами. Вы не против, надеюсь? Он отравлен, доктор? Да в тебе и так достаточно яда для всех. Сегодня вы отправитесь в офис компании НП. Помните? А мы это когда обсудили? Вчера. Вчера я был в тюрьме. Не моя вина, что вы не слушали. Какого черта? Как я туда проберусь? Вы справитесь. Переоденьтесь поскромнее, будете выглядеть как штатный айтишник. А ты что будешь делать? Очень важные дела. Гениально важные. Слишком важные, чтобы объяснять вам. Так, хорошо. И как мне пробраться в этот офис? У вас чрезвычайный дар молчания. Он делает вас прямо-таки незаменимым как компаньоном. Кстати, вы уже можете отправляться. Возьмите это и положите на стол в том офисе. Ну а ты так и собираешься всю жизнь говорить цитатами? Вы о чем? Не понимаю. Так ты цитируешь Конана Дойля. 2007 год издания, сборник рассказов. До вечера, мистер Вилл. Жду отчет. Джонатан, он как человек не глупый. Просто при великом везении я надеюсь, что он станет немного понятнее. Иногда просто хочется взять и задушить его на ровном месте. Боже правый, что у вас в этих смешных маленьких мозгах? Должно быть так скучно. Ну, зато ты знаешь, что нам делать, когда нам скучно. Просто тебе нужно быть немного понятней. Ты серьезно думаешь, что это возможно? Не в этом городе. Вот как всегда, Джон врывается, вырывает тебя из тюрьмы и даже не удосуживается спросить, а нужно ли тебе это? И теперь я, бывший армейский врач, отсидевший 5-летку, должен искать офис с телефонами. Куда катится прогресс? Раньше хотя бы Биг Бен минировали, а сейчас что? Гаджеты? Зомбируют людей. Может быть, я скоро сам с собой разговаривать начну? Уже начал. Ой, извините, пожалуйста, а вы не знаете, где здание НП? Прямо, направо, налево. Потом, как почувствовать себя потерянным, вы почти на месте. Спасибо. Как всегда, инструкция в стиле Джонатана Смита. Ничего не понятно, но все работает. Ой. Слушаю. Здравствуй, Уилл. Это Мэг. Что? Кто это? Мэг? Понимаю, ты немного в шоке. У нас были некие разногласия, но все же. Нам нужно поговорить с глазу на глаз. Черт возьми. Где ты? Я тебя подберу. Не нужно. Езжай к центральной кофейне на набережной. Я буду там. О мой бог. А знаешь что, Джонатан? На этот раз я выберу себя. Эх, Мэг. Что же заставило тебя после стольких лет затишья напомнить о себе?
Артур Конан Дойль, чуть роза на ногах. Любимый рассказ про Джона. Тауэр. Ну и что случилось? Так жарко сегодня, не правда ли? Ну, пойду. Даже не присядешь? Понимаешь, Ил, я не хотела нарушать твои покои в клетке. Низкий поклон вам, мисс. Так что же ты хотела от меня услышать? Все-таки за годы совместных работ в городской больнице мы о многом успели поболтать. О да, хорошее было время. Уильям Эванс – лучший хирург Лондона, ну а после подался военного врача. Только если говорить честно, первая профессия мне понравилась гораздо больше. Неудивительно. Мы ведь работали вместе. Ну, не совсем. В то время у меня еще не была ранена нога. Особенно запомнилось, как ты наврал Джонсону, что пошел увидеться со мной, а на деле отправился убивать Оливера Уайта. Я тут кое-кого встретил. Скоро вернусь. Не выспался? Да, я встретил Мэг на обратном пути. Решил зайти в бар, пропустить по одной. И ведь ты обо всем знала. Почему не остановила меня? В любом случае, я всегда готова тебе помочь. Помочь, говоришь? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты знаешь меня лучше. Иногда я играю на стороне, которая тебе нужна. Ладно, не спеши, но держи меня в курсе. Кстати, если тебе понадобится информация про Кроу, я всегда свободна. Какого черта, Джон? Ты сошел с ума, Джон. Какой черт ты предлагаешь давать по Энглберри? Меня уже самого скоро побудут. Иисус снова тебя предаст. Ты меня вообще слушаешь? Как дела, Уилл? Да я там чуть со стыда не умер. Почему ты не сказал, что у них рабочий день и вишенкой на торте приставучий менеджер? Лишить себя жизни – неудачное выражение, Уильям. Жизнь не принадлежит тебе, ты лишь ее временный хранитель. Если ты умрешь, жалеть будут другие, а ты об этом даже не узнаешь. Ну, другого ответа я от тебя и не ждал. Насчет приставучих менеджеров я не удивлен. Вы достаточно привлекательны для своего возраста, мистер Уилл. Я не смог ничего сказать. Уилл? Рад тебя видеть. Почти. Уильям, будь добр, воды. Да я сам не в восторге, что я здесь. Конечно, прекрасно. Валите все на Джона. Если бы не он, бы все сейчас жили под мостом в лохмотьях старого риса. Или, хуже того, в Бирмингеме. Я просил без остроумия. Я не могу открываться и закрываться, как ноутбук.
Кстати, мистер Пулацкий, вы человек хороший, но с приходом Уильяма здесь стало тесно от глупости. Вам пора. Я пришел помочь, а не терпеть твои импровизации. Позовешь, когда снова станешь человеком. Ну и на чем ты так зациклен? Смотрю новую рекламную кампанию НП. Играют на символике, орудия на самих себя. Ты серьезно? Ты же знаешь, я никогда не обманываю. Ты врешь. Всем врешь. Всегда. Я многое вытворял, Уилл, но симулировать не в моем стиле. Ты прикидывался мертвым 5 лет. Ну, кроме этого. Ну и как ты связан с компанией Кроу? Тут пришла информация, что тобой заинтересовались. Вы о чем, Уильям? Да не прикидывайся. Прошлым утром ты меня о ней же спрашивал. Каким утром? Может быть, это игра слов? Прошлым утром. Хотя нет, это слишком круто для вашей черепной коробки, мистер Уилл. Да ты всегда ищешь скрытые смыслы, Джон. Может, пора взглянуть на вещи с очевидной стороны? Например, ты же не можешь всерьез утверждать, что Земля не вращается вокруг Солнца. Почему бы и нет? Ну, этому учат в первом классе, Джонатан. Как можно этого не знать? Если я и знал, то удалил. Удалил? Это мой жесткий диск, где храню только самое необходимое. Люди часто забивают ее всяким мусором, забывая о истинном предназначении. Но это научный факт, Джонатан. Все эти факты не так уж и непреложны. Иногда лучше оставить место для сомнений. Мы так часто считаем что-то доказанным, что забываем задаться вопросом, а действительно ли это верно? Я ближе всех к тому типу друга, который Джонатан Смит способен иметь. То есть? Его враг. Снова старые счеты сводите. Я надеюсь, вы не разыгрываете сценку из «Возвращения домой. История двух банков». Что происходит? Вы в гляделки играете? Ты не готов увидеть, как все, что ты сделал, становится твоей тенью. Я убил. Не специально, не случайно, не в порыве. Холодно. Точно как ход в шахмат. Квартира Тейлора. Все казалось ясным. Чистые улики, очевидные выводы. Ты был уверен, я делал вид. И потом ты сказал это на камеру. И я понял, ты вышел на мой след. Думал, что смерть Оливера что-то изменит, что станет легче. Но все, чего я хотел, чтобы ты заметил его. А потом ты сдал мне. Ты всегда был в тени. Твоей. Чужой. Ты просто посмотрел, и все было. Тюрьма учит не кем быть, а кем не быть. А я стал тем, кого презирал. И в этом, знаешь ли, есть своя частность. Ты опять все усложняешь, Уильям. Может, все не так мрачно, как тебе кажется. Не для всех. Для меня это уже судьба. Ты можешь все изменить. Просто не прячься ни от себя, ни от других. Ты слишком добр ко мне. В любом конфликте виноват оба. Стань проще, будет легче. Не обязательно быть одному. Трудно снова доверять. Но может, ты прав. Может, это и есть шанс.
Иногда нужно пройти через тень, чтобы увидеть свет, доктор. Мистер Смит, это вы? Барышня, я не знакомлюсь. Джим Мориарти? Если вы захотели привлечь мое внимание, то поздравляю, у вас это получилось. Он знает, что вы здесь, мистер Джон. Он всегда это знал. Тогда смею предположить, вы приглашение или все же предупреждение? Возможно, и то, и другое. Видите ли, профессор не любит незаконченных игр. Похвальное стремление к завершенности. Однако фигура на доске тают, а король, похоже, остался без защиты. Он не король, мистер Джон. Он шахматная доска. Вы — последняя фигура, последняя загадка. Когда вы ее решите, игра закончится для вас. Угроза — лишь разновидность скуки. Предупреждение уже интереснее. Так что же вы хотите на самом деле? Я хочу, чтобы вы выбрали понять, где заканчивается разум, или умереть, так и не получив ответа. Если он надеется, что страх меня остановит, то передайте. Он ошибся в профессии. Ах, Джон, именно за это он и выбрал вас. Я не посланник, я результат. Его последняя ошибка, которую считают гениальным ходом. Вы умны, мистер Джон, блестяще умны. Вы разбрасываете спички в пороховом складе. Доктор Уильям, инспектор Темпани. Вы ведете их за собой и оставляете их без защиты. Шантаж? Как банально. Учитывая, что они ничего не знают. Не шантаж, мистер Смит. Предвидение. Лондон долго будет нуждаться в вас. Без вас он ослепнет. Мориарти хочет доказать, что даже гений может быть разбит. Что даже легенда может умереть. Легенда. Вы льстите мне? Он говорит, что вы единственный, кто стоит между ним и хаосом. И знаете, что страшнее всего? Он говорит это с ненавистью. Он говорит это с уважением. Тогда он должно быть в ужасе от того, что я еще жив. Ваш ответ, Джонатан? Тауэр в центре города. Вот уж не думал, что прогулка по утреннему побережью встретит меня таким сюрпризом. Это не прогулка Темпани. Это явно приглашение. Он знал, что убийство совершится именно здесь. Ну да, Джонатан и правда любит раб. Но он же не телепат, доктор Уильям. Нет. Но иногда я думаю, что он ближе к этому, чем мы подозреваем. Ты замечал, что он стал страннее после своей пропажи? Серьезно? Он всегда был странным. Нет, офицер Пуласки, не эксцентричным, а именно странным, только по-другому. Будто он играет в игру, правила которой нам не объяснил. Он говорит, что людей кодирует телефон, а вот мне кажется, что он пытается сам нас запрограммировать, чтобы мы так думали. Либо он уже начал. Может, завел девушку? Или собаку? Да, конечно. Собака Шерлока Холмса последует за ним хоть на крышу, если понадобится. Или наоборот, сбросить его в целях самосохранения. Я думаю, он что-то скрывает. Не от нас, от всех. Иногда он смотрит в экран своего ноутбука, будто видит что-то большее, будто общается с кем-то, кого мы не знаем. Иногда лучше оставить место для сомнений. Вам что-то говорит название Кроули?
Мы так часто считаем что-то доказанным, что забываем задаться вопросом, а действительно ли это верно? Мне кажется, он ведет свою войну. У него всегда была склонность к мелким тайным операциям. Помнишь тот раз, когда он раскрывал дело Марка Тейлора? И параллельно искал собаку с ранчо старого риса. Недавно наткнулась на кое-что странное. Кажется, что за Кроу стоит кто-то, кого мы давно знали, но не ожидали увидеть здесь. Если хочешь, могу рассказать подробнее, когда будет безопасно. Ты еще вспомнишь мои слова, Уилл. Ладно, тело унесли, но место надо расчистить. И где, черт побери, наш сыщик? Компания, вы заметили, что тело лежало напротив ветра? А вы не заметили, что вначале принято говорить привет? Привет. Следы крови отступают, но не исчезают. Убийца был ранен. А вот и странность. Он шел по направлению к воде, не от нее. Ты снова знал, что это произойдет. Почему? Я предполагаю, доктор Уильям, это совсем другое. Предположение – математика. Предвидение – магия. Магии не существует. Он даже врет с математической точкой. Это не убийство, это ход. Ход? Он здесь был, и это не конец. Он начал игру заново. Последний ключ. Последний ключ? И что это значит? Я не знаю. И это, пожалуй, пугает меня больше всего. Он сказал, ты начнешь. Он выбрал белых. Пешка должна открыть дверь. Ты ведь не один, да? Все в порядке? Вам нужна помощь? Ты сделал первый ход, но не тот, не тот, не тот. Видишь, что ты начал сомневаться. Ему это и нужно было, Джонатан. Откуда вы знаете мое имя? Все было предсказано. Я слышу звон, как будто он внутри, в голове, внутри, вороны. Это ваш фейк. Ненормально, да? Ненормально, да? Не пойми меня неправильно, но когда ты начинаешь крутить монетку и молчать, я всерьез беспокоюсь за стабильность мирового порядка. Расслабься. Пока что только локальный апокалипсис. В радиусе 10 улиц, может 20. Успокой, спасибо.
Ты ведь слышал выражение «ключ к разгадке»? Ну да. И? А если этот ключ буквальный? Код, шифр или подпись? Ну, конечно, потому что обычно убийство с мотивацией это слишком скучно. Мотивация скучна, шифры элегантны. А теперь смотри, Е2 координата, шахматная. Шахматная доска — это то, где он будет играть. Он? Я встретил девушку. Она знала мое имя, знала шахматный код. Она повторяла мои слова, мои мысли, как будто он записал их. Кто? Мариарти? Да. Я не знаю, это была настоящая жертва или актриса, но если это не построено, то он взломал что-то большее, чем телефон. Возможно, он взломал людей. А может он просто взломал тебя? Вот это настораживает сильнее всего. Е2 белая пешка, начальная позиция. А последний ключ — это сигнал, это не финал. Это вызов начать все сначала. То есть ты хочешь сказать, что все это не убийство, не месть, а... Игра. И угадай, кто ее начал. Не может быть. Может. Вполне себе может быть. С подписью в виде монеты. Турецкой. Потому что делал последний раз сейчас Стамбул. А теперь решил вернуться с мелочи. Досадно, правда? То есть ты хочешь сказать, что Мариарти вернулся, оставил монетку и надеется, что ты подложишь ее под подушку, как Зумафея? Он настаивает, потому что знает, я не смогу не разгадать. А разгадку он сам. В этом вся извращенная суть. Он и загадка, и ответ. Ну, прекрасно. И что теперь? Как по мне, это даже немного романтично. Ты нездоров. Спасибо. Может быть, ты обойдешься без этого? То есть? Я в твоем обыкновении загадочно двигать стулами и поднимать воротик вверх. Ты без этого год. Я так не делаю. Делаешь? О, Мил, как же я тебя завидую. Завидуешь мне? Твой мозг так просто не затейлив, что почти не используется. Мой же как мотор, постоянно вырывающийся из-под контроля. Ракета, разрывающаяся на куски, запрещенная спусковой шахте. Ну, если ты умный, тогда разбирайся сам. Наконец-то. Я это выиграл. Пешка на E2. Все начинается снова. Башни рушатся, империи падут, но родственные узы крепче стали. Кто ищет встречи, несмотря на вражду, чтобы лицом к лицу увидеть отражение в зеркале. Башни рушатся. Символ систем, институтов, краха. Логично. Родственные узы. Драматично, нарочито. Значит, лично. Кто ищет встречи, несмотря на вражду? Противоречие. Почти тоска. Почти прощение. Это не про войну. Это про семью. Он не играл со мной. Он играл мной. Башни рушатся. Это не просто загадка. Это не игра. Это сигнал.
Ты всегда хотел быть другим. Он не играл с тобой, он играл тобой. Ты знал, что он не враг, но не мог сказать, кто он. Смотришь в зеркало? Ты всегда хотел быть другим. Он не играл с тобой, он играл тобой. Ты знал, что он не враг, но не мог сказать, кто он. Смотришь в зеркало? Ты всегда хотел быть другим. Он не играл с тобой. Не враг, не двойник. Играл тобой. Это не про войну, это про семью. Мориарти мой брат. Ну что, как успехи без твоего глупого напарника? Это Мориарти? Это мой брат. Двойняшка, если быть точнее. Ладно, мне нужен кофе. И психолог. А мне шахматная доска. Он уже сделал ход. Ты слышал о крови? Тебе сейчас правда одна загадка, которая приведет тебя к чертовой чему? Я как помогал? Вместе с Мэком. Один из исследовательских отделов. Я думал, мы думали, что это обычно защищенная платформа. Ты думаешь, это связано? Я думаю, это ты привел их ко мне. Я к Мориарти. Приготовьте мне на завтрак две строчателлы с привкусом победы. А ты знаешь, куда идти? Я же Джонатан Смит, мистер Уильям. Я все знаю. Мориарти тебе сам скинул адрес? В виде загадки, но частично ты прав. Тауэр, база отдыха. Мне приятно думать об этом, Джон, но иногда мне кажется, что мы все всего лишь люди. Даже вы? Даже ты. Иногда мне приходит мысль, что я должен тебе многое. И хотя ты не обладаешь моими способностями, твоя тупость стимулирует мой ум. Боже мой, сколько лет прошло, а ты все такой же гениальный, загадочный и абсолютно непригодный для жизни среди людей. Черт подери, да ну. Мне интересно, ты в медитации все эти годы был или перезагружался как старый ноутбук? Прошу вас, сэр, в данный момент мне не до фотографий. Вас уже выпустили? Да и слово, 5 лет назад на Reddit ваш блог был самой моей посещаемой страничкой в интернете. Да вы льстите мне. Просто высказывал свои мысли, повседневную жизнь. Однако они нашли своего читателя. Сэр, можно пару кадров с вами? Сэр, можно Нет, вас? нет, подождите. Давайте просто селфи. Все. Ага, еще раз спасибо. Хорошего дня. Все нормально? Не знал, что вы популярны в сети, мистер Уильям. Да так, баловство. Рассказы из врачебной жизни. Стойте! Вы не можете туда идти. По крайней мере, не одни. И что ты сделаешь, если мы все же пройдем? Это вы, да? Джонатан Смит? И доктор Эванс? Я не ваш враг. Я просто обещала Темпе не остаться в стороне. Но если честно, я так не могу. Ты его жена? Да.
Я не ваш враг, я просто пытаюсь сделать свою работу. И знаете, он о вас часто говорит. Злясь, ругаясь, пытаясь забыть. Особенно почему-то критикует вас, доктор. Но в каждом слове как будто уважение или зависть. А я просто не хочу, чтобы эта история закончилась еще одной ошибкой. У тебя даже форма еще новая. Это мое первое дело и, наверное, последнее, если вы меня обойдете. Мы тебя не обойдем. Хочешь, пойди с нами. Хочешь, остановись. Считай до 3, потом мы идем. Если он не выйдет, скажи своему мужу, что он был прав. Иногда спасение действительно приходит с улицы. Не самое подходящее время меня убивать. Ну что, один отсидел, другой исчез. Отличный фундамент для доверия. А ведь все, финал или новое начало. Как ты обычно это формулируешь? Все зависит от того, кто сегодня останется в живых. А если сегодня не ты? Тогда ты закончишь за нас обоих. Знаешь, я ведь тебя ненавидел там в камере каждую ночь. А потом понял, что ты единственный, с кем жизнь хоть как-то чувствовалась настоящей. Уильям, если я не выйду, не мсти. Это все было игрой, но не наш дуэт. Если ты не выйдешь, мстить не буду. Просто ворвусь, сожгу все к черту и плюну ему в лицо. Вот почему ты мне и нужен. Знаешь, если мы выберемся, хочу, чтобы ты знал. Ты все еще мой лучший друг и самый раздражающий человек на планете. Это практически признание в любви. Беру на запись. Джон! Да-да-да, та ситуация такой смешной была просто. Ты потрясающий, Джонатан. Ты выстроил эту игру и сам в нее попался. Но у меня только один вопрос. Тебе не показалось странным, что именно Уильям тебя сюда привел? Разве напарник не рассказывал своему детективу, как когда-то он уже был внутри сети? Ты слышал о Кроу? Я как помогал. Вместе с Мэгом. Я думаю, это ты привел их ко мне. Поищи его ему в реестре доступа. Джон К12. Мне показалось странным, что напарник рассказывал, как когда-то...
Все легко. Вильям не просто пешка. Он мост между мной и тобой, между разумом и слабостью. Он твой самый ценный сбой, ценный сбой. Умирающий встал с кровати и закончил произведение. Ты не видишь очевидного. Говорят, внутри вороны. Вам что-то говорит название Кроули? Все было предсказано. Не смог примириться с незавершенностью композиции. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already Ты шел за мной сквозь дым и темень, где Тенпенни, Уильям пал как тень. Монета лгала, но ты прочел на шахматной доске мой ход. И даже татарин, мой верный слуга, не смог закрыть тебе глаза. Два разума, как клинки в огне. Кто падет, а кто останется в тени. Наконец-то я уж думал, ты стал слишком нормальным. Нанял актеров, разыграл спектакль, использовал Уильяма.
Все ради одного зрителя. Теряешь хватку. Стой, Джонатан. Ты ведь хочешь рассказать, как все понял? Я ведь так старался. Сказать тебе то, что ты и так знаешь? Нет. Докажи, что это знаешь ты. Ну же, Джон, маленький мальчик с большим мозгом, разве ты не скучал по этим играм? Все легко. Вильям не просто пешка. Он мост между мной и тобой, между разумом и слабостью. Он твой самый ценный сбой. Отец не любит незаконченных игр. Игра закончится для вас. Чтоб лицом к лицу увидеть отражение в зеркале. Белый ферзь на асфальте. Пахло штукатуркой, йодом. Заброшенный дом Смитов. Ты всегда играл белыми, даже проигрывая. Фигура была не орудие, это был знак. Первый ход. Ты дал мне белых, первый раз в жизни. Потом рынок. Торговец персиками. Нож, погоня. Но ты же не мог просто послать убийцу. Ты послал загадку. Телефон в его кармане. Записной номер без владельца. Я позвонил. Ты услышал? Отрывки, голоса, шум улицы. Запись старая. Но код был в интонации, а не в словах. Я отреверсил. Язык турецкий. Перевел. Карты разложены, фигуры на доске. Игра началась, исход предрешен. Кто дергает за нити, скрываясь в тени, и наблюдает, как пешки танцуют в огне. Кукловод. И тогда я окончательно понял. Все эти жертвы не более чем спектакль. Ты нанял актеров. Они играли свою роль. Пугали, направляли. Приманка для одного человека. Я на месте, ого. Скоро приступлю к работе. Поторопись, мой мальчик скоро подойдет, и ты превосходно нападешь на них. А иначе Скетчик и его жена исчезнут. А я тебе подарок купил. С первой же улики ты стал слишком очевиден, Ариадне. В моменте я даже рассмеялся на глазах офицера. Уж больно читаемый почерк. Пришлось немного подыграть моим коллегам по цеху, чтобы они не теряли шарм загадочности. Шантаж, как банально, учитывая, что они ничего не знают. Будто он играет в игру, правила которой нам не объяснил. Он говорит, что людей кодирует телефон, а вот мне кажется, что он пытается сам нас запрограммировать. Вам что-то говорит название Кроу? Я думаю, он что-то скрывает. Не от нас, от всех. Якобы пострадавший, который двух выученных слов связать не может, да еще и с татуировкой М на всю ладонь. Досадно, что ты такого плохого мнения обо мне. Барышня с телефоном НП в руках прекрасно отыграла свою роль. Жаль только, что через мгновение попалась мне на глаза в адекватном, ну или не совсем человеческом состоянии. Вдобавок симпатичная секретарша, от которой несла туалетной водой Кристиан Диор Savage 2015 года производства. Те же, что и распылены на тебе сейчас. Она, в свою очередь, пускала пыль мне в глаза, пыталась запугать. Смелый поступок. Все это для тебя, Джон. Я знаю. Третья подсказка, книга. Артур Конан Дойль. Рассказы о детективах. Мое детство. Запах, аллегория. Слишком личное. Открыл любимую страницу. Этюд в розовых тонах. Вычеркнул буквы. Осталось Тау. Я не сомневался. Туда ты и должен был прийти. Все верно. Осталась одна. Самое важное. Монета. На том самом пляже, где мы прятались. Далеко отсюда. Ты знал, что я вернусь. Турецкая монета. С кодом Е2. Начальная позиция белый пень. Ход, открывающий игру. Ты хорошо меня слушал? Шах. Я не играю по твоим правилам. После пешек в Телеграм загадка. Ответ – брат. Разве ты не скучал по этим играм? Подсказка ближе, чем ты думаешь в твоей голове, где живут все чудовища. Взгляни в тень своего прошлого. Начальная позиция белой пешки. И все же ты не удержался. Сыграл в открытую. Почти. Я нашел ферзя.
А по ТВ паника, убийство. И вдруг эфир треснул. Помехи. Ты появился 5 секунд, прямо в камеру. Скучали по мне? Скучали по мне? Скучали по мне? Ты вернулся, и ты кричал об этом. Скучали по мне? 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 А ты ведь знаешь, как я ненавижу молчание. Я нужен не им, я нужен тебе. Эта фраза не для них. Это был звонок. А ведь правда, скучал? Но ведь ты знаешь, что самое интересное? Я вернулся не из-за скуки. Сеть запущена, Джон. Кроу. Ты ведь слышал это слово, верно? Все узлы активны. Я финальная проверка. Без меня бы ты не понял, кем ты являешься. Все ради одного момента. Ты ведь понял, это не про телефоны. Телефон — это зеркало. Люди глотают чужую воду. Это аллегория. Конечно. Вы единственный, кто стоит между ним и хаосом. Доктор Уильям, Темпин. Вы ведете их за собой и оставляете их без защиты. Он не король, мистер Джон. Он шахматная доска. Я не создатель Джон. Я тест. Я не провалили его с грохотом. Все, что ты видел, не про контроль. Про доверие. Кроу — это связь. Это зеркало. X17 — код активации. 17-й узел — это ты. Эта игра будет продолжаться даже без участия плеера. Он не торопился выходить. Дверь открыл я. Смотрел так, будто вместо свободы я принес приговор. Он не сопротивлялся, но и не сказал спасибо. Только он будто на полтона тише. Сломанный, но не сломлен. Смотрит в окно, как будто ему нужно разрешение просто стоять на улице. Я правда думал, что делаю это для всех правильно. Но оказалось, делаю это ради себя. У меня вообще туда идет. Я профессионал. Так это мой след. Только что оставил. Это просто совпадение. День убийства Оливера. Не жду прощения, просто хочется хоть раз не облажаться. Ты подошел ближе всех и оказался на том пути. Спасибо. За что? Я тебя еще не простил. Но это звучит как прощение. Ну, допустим. Я так не думаю, Уильям. Могли бы добиться многого вместе. Но ты выбрал иной путь. Я всегда остаюсь в тени. И выполняю больше половины работы. А все знают только тебя. Ты всегда был в тени. Ничего не напоминает? Но теперь ты один. А я тот, кто ведет. Ты не ведешь, ты манипулируешь. Манипуляция — это искусство движения, а не пешки. А ты еще не сделал свой ход. Я сделаю. Ты освободился, но теперь ты страшный. Ты хочешь свои правила? Я не хочу играть. Ты стал слишком предсказуем. Ты ведь знал, что все закончится здесь. Ты знал, потому что ты как я. Мы оба тянемся к краю. Нам скучно на все краю. Да заткнись ты уже! Я ненавижу тебя. Но сильнее за то, что понимаю мысли из твоей головы. В твоем окружении я вижу себя. Это мой страх. Все ради одного момента, братец. Ради этого. Джон, только держи себя в руках. Не веди с ним провокации, не играй с ним. Одна чистая, другая прощание. Ты выбираешь. Без обмана. Как шахмат. Только конец. Пустота. Мариарти хочет доказать, что даже гений может быть.
Мариарти. Вы ведете их за собой и оставляете их без защиты. Почему? Мы не можем существовать. Ни вместе, ни врозь. Ты мой предел. Я твоя стена. Это не месть. Это симметрия. Черт побери, что за напасть? Он справится. По-другому быть не может. Ты ведь никогда не чувствовал боли? Верно? Боль – сигнал уязвимости. А я не имел права быть уязвимым. Я не один из них. Если бы чувствовал, я бы не опускался до тебя. Мы одинаковые, Джон. Но ты еще играешь в футбол. Я не добр. Я просто болезнен. Интересно, а ты... Ты ведь знал. Я же сделал все идеально. Именно в этом ты и ошибся. Телевизор, пострадавший, ловушки – это все фоновый шум. Мне была интересна фамилия Мариарти. Окраины города, дом Смитов с большим садом, в котором ты делал рекламу с южанином. По соседству всегда оказывался мальчик с невероятной тягой к знаниям. Никто не придавал значения. 20-й год, мое первое дело. Подросток Джонатан искал виновного в деле с мистером Франклином. Ответ – Мариарти. Опять эта фамилия, но от тебя уже не было и духа. И вот, 5 лет спустя Джонатан Смит шагает по улице, успевший стать всем известным и на тот момент уже забытым. Труп, в кармане ферзь. Английская классика, та самая фигура, запах царапины, отпечатки. Итак, что мы имеем? Уличный парнишка со двора, 10 лет спустя замешавшийся в первом расследовании Джонатана Смита, то есть в моем. 15 лет позади, снова ты, с вызовом покрупнее. Я его принял. Я, конечно, не собирался всем рассказывать. Ни Уильяму, и тем более Темпани. Не потому что не доверял, хотя, если честно, именно поэтому. Это была партия для одного. Шахматы с дьяволом. И доска, и правила, и фигуры, все его. Чтобы выиграть у Мариарти, приходится жульничать чуть лучше, чем он. Они зовут это ложью. Я называю стратегией. Честность прекрасна, если вы не пытаетесь выжить. Иногда, чтобы поймать безумца, приходится самому сойти с ума. В пределах разумного, конечно же. Да, я кое-что потерял, но я выиграл. И, будем честны, когда ты играешь с Мариарти, это уже чертовски неплохой результат. Когда-нибудь я точно убью этого подонка. Ставить под угрозу мои заслуги, прикидываться, что суть преступления в каких-то абсурдных компаниях телефонов, а по итогу идти встретиться лицом к лицу с братом. Мои догадки о ваших умственных способностях будут актуальны всегда, шеф Пулацкий. Я уберег вас от кучи неприятностей, а надобности вас осведомлять совершенно не было. Нужно лишь знать то, что за участие в дисквалификации профессора вас уж точно не оставят без повышения. Мисс, я так и не понимаю, для чего вы берете у меня интервью. Ведь всем занимались только эти ребята. Ну знаешь что, Энтони, ты дал мне возможность быть на свободе, всегда рядом с нашим дуэтом. Ты часть корабля. Да, ты, который чуть не потонул, не остался без работы и звания. Это нелегко для великого ума видеть чье-то превосходство, поэтому для Джона это было всегда сложно. И даже если бы хотел его убить ту ночью, то он это предусмотрел, оставив пистолет холостым. Доктор Уильям, это чистое совпадение. Вы ведь не предавали меня 5 лет назад? Слышите? И чем он вам не сумасшедший антагонист? Ты бы прекрасно занял место Мариарти, Джон. Наш сыщик видит всех и все насквозь. И поэтому удивительно, сколько он невежественен в некоторых вопросах. Одну минуту, я имел в виду... Ну, невежественен в хорошем смысле.
Для него не важно, кто премьер-министр, или кто с кем спит, или что Земля вращается вокруг Солнца. Ну не будь ты таким мрачным, Пуласкин. Ты же тогда смог договориться о моей свободе. И это несмотря на твои угрозы в стиле «я вас всех пересажаю». Помню, как по дороге в ловушку встретили с Джоном твою супругу. Удивительно приятная женщина. его жена? По крайней мере, это был первый рабочий день в участке. Совсем не похожа на ту фурию, о которой ты нам всем рассказывал. Да она мне каждый день мозг выносит. Видите ли, ей мало внимания. Как она еще не понимает, что это моя работа? Нет, это не она. Мэг — это вторая жена. С Лейлой мы развелись 3 года назад. Понял. Ну, в любом случае, миссис приятная. Как бы вы описали этого человека, его характер? Первая ошибка. Джеймс Мориарти не человек. Он паук. Паук в центре сети. Криминальной сети с 1000 нитей. Он в точности знает, как дергать за каждую из них. Подумать только. В ребячестве считал мальчика Джимми соседским оборванцем. Ну, Джон, не самое лучшее время для скромничества. Это было потрясающе. Ты так думаешь? Думаю, это было совершенно необыкновенно, удивительно. Обычные люди говорят не так. А как говорят люди? Пошел к черту. Ты хотела спасти жизнь моего друга. Это ценно для меня. Уильям, не входите туда. Джон умрет. Один вопрос. Ты все-таки была заодно с Мориарти? Иначе, откуда ты знала, куда мы направляемся? Ты много на меня берешь, Уилл. Заморачиваться из-за мелочей? Эту черту тебе никто никогда не изменит. Всему виной одна причина. Ты изменился, Уилл. Стал тише, холоднее. Джонатан выжил из тебя все. Джонатан дал мне причину встать с койки. Это дорогого стоит. А ты уверен, что он бы встал ради тебя? Нет, но теперь я сомневаюсь. Он как буря, но ты не ждешь, что буря тебе что-то должна. Почему ты все еще с ним? Потому что я видел, что будет, если оставить его одного. И не хочу быть тем, кто допустил это дважды. Ты все еще врач, Уилл. Даже если эта боль теперь не телесная. Не знаю, кого из нас я лечу. Его или себя. А когда все закончится, что ты делать будешь? Не знаю. Наверное, просто выспать. А ведь ты мечтал о частной практике, помнишь? Да, без убийств, без взрывов, с табличкой на двери. Доктор Уильям Смит. Прием по записи. Смит? Оговорился. Или уже нет? Все-таки ты ему веришь? Я видел, как он лжет, видел, как он спасает людей, не проронив ни слова. И как он смотрит, когда думает, что его никто не видит. Да, я верю. Я вышел из равновесия. Сказал Мориарти, что не чувствую боли. Это проще. Я все просчитал. Должен был быть выше этого. Ты сломал меня, Уильям. Не тогда, в тюрьме. Раньше. Если бы сказал иначе, то он бы это использовал. Но я солгал не ему, себе. И вот в этот момент я понял. Я не просто аналитик, не идеальная система. Человек.
дрожащий, уязвимый, с мыслью, которую не хотелось бы признавать. Ты сейчас серьезно драматизировал свой внутренний монолог в реальном времени? Я не знал, что ты слушаешь. Я не знал, что ты страдаешь от Достоевского и один комментует. Может тебе поесть или поспать? Спасибо, доктор. Блестящая медицинская оценка. А ты все еще дрожащая тварь с интересом ядерной боеголовки. Так что все нормально. Баланс восстановлен. Ну и каковы ваши дальнейшие действия, детектив? Главное, зло мертва. Не совсем так. Марионетки с ножами и смартфонами вычислены. Не стоит забывать про загадочное Кроу. Братец думал, что находится во главе чего-то великого. К его сожалению, оно вышло из-под контроля и теперь живет само по себе. Дело не закончено, доктор. Это жест в моей руке еще даст о себе знать. Но ведь магии не существует, верно? У вас прекрасная память, доктор Уильям. Использовали бы вы это по назначению? Знаешь единственную причину, по которой я жалею о нашем знакомстве? Я мимикрировал от себя эту манеру искать проблему там, где она еще не появилась. Согласитесь, револьвер неплох. Да, только жаль, что с подмененными детскими пулями он не работает. Да, Джон? Не хотел, чтобы ты вмешивался. Хочу глотнуть воздуха. Пошли на улицу. Я буквально через 30 минут иду на свидание с Мэг. Что? Ну, это когда двое увлечены и проводят время вместе. А я что тебе предложил? Ну, не совсем это, надеюсь. Ты так и не собираешься рассказать, что с твоими кудрями? Я решил прислушаться к вашим словам, доктор Уильям. Я серьезно позапустил себя. Правда? Конечно нет. Я вам не сатира на британский сериал с начала десятых. В наше время людям нужен новый Шерлок Холмс. Более занудно? Я бы сказал, более эрудированным и скрытным. И не кудрявым. Не удивлюсь, если ты завтра станешь новым джентльменом Балду. Мистер Смит, добрый вечер. Буквально пару вопросов для наших зрителей. Как вы считаете, Мориарти искупил свою вину? Все берут интервью, фотографируются. Обо мне никто и не знает. Мистер, отныне я не даю никаких интервью и не хожу на передачи. Все коммерческие предложения к моему напарнику и правому плечу, доктору Уильяму Эвансу. Спасибо, Джон. Знаете, дело с телефонами было действительно сложным и многослойным. Даже всемогущий детектив Смит впал в глубокое замешательство. She's a fairy tale, yeah. Even though it hurts, 'cause I don't care if I lose my mind. I'm already She's a fairy